Всем привет, друзья! Меня зовут Петр, я представляю компанию Добрый Огонь, и сегодня у нас на обзоре печь-камин Сиван. И, скажем так, есть целая серия, состоящая из 3 моделей. По правую сторону от меня Сиван на 9 кВт, и есть слева от меня Сиван на 7 кВт. И на 7 кВт еще в точности такой же, разница у них отличается только в стекле. То есть вот здесь есть черная тонировка, шелкография, на другой модели ее нету. Собственно, обзор мы будем проводить на модель Сиван 7. И начнем мы, как всегда, с технических характеристик модели. Высота 87 см, ширина 81 см, глубина 41 см, мощность 7 кВт, что позволяет отапливать ей до 70 метров квадратных, диаметр дымохода 150 мм, масса 100 кг. Значит, смотрите. Основное отличие, как мы и сказали, если мы рассматриваем Сиван 7, то разница будет только в стекле. На одной модели у нас есть тонировка, шелкография, то есть черный обод на стекле, на другой модели ее нет. Если мы переходим к Сивану 9, эта модель является более мощной, она уже не 7, а 9 кВт у нее, и, соответственно, размер камеры сгорания здесь больше. Но в целом конструктив один и тот же. Поэтому за основу мы возьмем для обзора Сиван 7. И если вы потом просто возьмете Сиван 9, захотите, вы увидите, что у него отличаются только мощность и габаритные размеры, по сути. Все остальное, даже диаметр дымоотводящего патрубка у них у всех одинаковый, 150 мм. Собственно, будем начинать. Значит, что мы можем сказать про печь-камин Сиван 7? Это достаточно практичный, современного дизайна, стальной печь-камин, который имеет конвекционный кожух, футированную камеру сгорания шамотом и вермикулитом, большую нишу для дров, хороший обзор огня и приятную цену. Ну а теперь более детально. Итак, как мы уже сказали, одной из особенностей данной модели будет являться практичность. Сразу бросается в глаза большое пространство, которое мы можем использовать как дровник. 50 сантиметров в глубину на 40. По высоте 22 сантиметра. То есть этой ниши будет достаточно, чтобы заложить сюда объем дров, которого хватит подложить не один раз. Значит, что касается регулировок горения. Если мы не берем в расчет шибер, который будет установлен в будущем, то у самого печи камина их две. Одна снизу. Регулируется она за счет передвижения язычка влево и вправо. Собственно, куда больше, куда меньше нам показывает вот такой треугольничек. То есть влево мы закрываем, вправо мы открываем. И такой же язычок расположен сверху. И также он двигается, но слева вправо, где открытие, где закрытие, нам показывает треугольничек. Это по регулировкам. Теперь непосредственно перейдем к камере сгорания. Для этого беремся за вот такую удобную для хвата ручку, поднимаем ее вверх, дверца открывается. Здесь у нас, собственно, что? Как всегда, керамический шнур по контуру для плотного закрытия. Здесь же у нас имеется сразу доступ к зольному ящику, на котором и расположена регулировка, наш первый язычок. Подача воздуха под колосник. Сразу скажем, что эта регулировка нужна вам будет только в момент растопки. Когда вы растапливаете, вы ее открыли, чтобы быстрее все это разгорелось. Когда все разгорелось, растопили, вы ее закрыли. И больше к ее помощи мы не прибегаем до следующей растопки. Далее. Достаем вот такой у нас зольный ящик стальной. Он нам больше пока не понадобится. И сразу можем доставать колосниковую решетку. Выполнена она из чугуна. Тяжелая. Что касается футировки, на дне у нас шамот. 4 элемента, 2 вот таких маленьких и 2 полноценных толстых пластины. 3 сантиметра толщина шамотной пластины, которая у нас защищает дно печи камина. Собственно, этого более чем достаточно. Теперь, пока мы не приступили к тому, что начали все его внутренности делать наружностями, снимем
быстренько размеры стекла именно рабочей части, потому что вы понимаете, что у нас для красоты и дизайна есть вот эта тонировка, которая нам смотреть ни на что не дает, но эстетики она добавляет самой модели. А есть именно рабочая часть стекла, через которую мы можем лицезреть пламя. Так вот, ее размеры 42 на 40 сантиметров. Что касается длины дров, 45 сантиметров ширина. Глубина у нас при этом составляет 27 сантиметров. Это не до самой крайней части, а именно вот по внутренней части, куда мы кладем дрова. И высота, если мы берем по задней стенке, ну, скажем так, возьмем до начала пламя-отсекателя, 32 сантиметра. Сейчас мы полезем снимать пламя-отсекатель, вот эту верхнюю металлическую пластину. Для этого нужно выкрутить 3 болта. Собственно, этим мы сейчас и будем заниматься. Теперь мы достаем вот такую пластину. И следом за ней достаем пламя-отсекатель, он стальной, толщина 5 мм. Пластина это у нас, у нее две функции. С одной стороны, она у нас является опорой для одной части пламя-отсекателя за счет вот этих вот 3 пластинок отходящих. С другой стороны, она является направляющей для притока воздуха на стекло. То есть, когда она стоит вот так, у нас через этот паз попадает воздух и уходит не в камеру сгорания, а сначала попадает на стекло, создает воздушную шторку. Эта шторка, в свою очередь, препятствует образованию копоти сажи на стекле и поддерживает стекло чистым. Две, получается, функции у этой детали. Теперь мы получили полноценный доступ в камеру сгорания и можем снимать футировку. Футировка в данном случае имеет у нас также декоративный рисунок в виде кирпичика. Толщина футировки у нас 25 мм. И вторую. И вот так. Футировку мы достали. Собственно, вся футировка стенок модели состоит из 3 элементов. Задняя плита, которая ставится у нас потом будет первой, и потом боковые в любом порядке ставятся. С нижней регулировкой мы разобрались. Собственно, вот она отсюда берет воздух с помещения, подводит его в зольный ящик, через зольный ящик под колосник. Все понятно, просто наглядно. Каким образом работает верхний язычок регулировки? Тут, в принципе, тоже все достаточно просто и понятно. Для этого достаточно снять верхнюю крышку. Для снятия верхней крышки нам не потребуется каких-либо инструментов. Мы просто берем ее 2 руками и поднимаем вверх. Все, она снята. Отложим ее пока в сторону. Что мы здесь видим? Собственно, вот у нас располагается весь рабочий механизм регулировки. Он представляет из себя большой паз, на котором лежит специальная пластина, и когда мы поворачиваем язычок влево или вправо, пластина дает свой ход, которая уже и регулирует зазор в пазу. Отсюда у нас воздух попадает и для основного горения в камеру сгорания, и на стекло для очистки. Помимо регулировки мы здесь можем увидеть ряд пазов, то есть вот 3 паза с одной стороны, 3 с другой и зазор по задней стенке. Все это вместе образует конвекционный кожух, который в свою очередь будет вам необходим, если вы хотите быстро прогреть свое помещение. То есть если вы приехали в холодный дом, в холодную дачу, и вы не из тех, кто любит там топить грубку и ждать 5-6 часов до самой ночи, пока у вас станет тепло и можно снять с себя куртку, этот вариант для вас. Максимально быстро, там, ну, как показывает практика, час-полтора у вас в помещении тепло и приятно, потому что конвекционная модель, вот это отопление, конвекционный кожух, дает очень-очень хорошие результаты. Принцип работы его простой и эффективный на самом деле, то есть снизу у нас есть зазоры, через которые воздух холодный у нас забирается снизу, потом прогоняется через основной корпус, который у нас под высокой температурой, и сверху он уже выходит горячий и, соответственно, нагревает наше помещение. Именно поэтому, когда мы возлагаем, собственно, нашу крышку на свое законное место, мы можем заметить, сейчас мы закроем дверцу, зазор между корпусом и крышкой. Он идет по всему кругу здесь, по всему контуру печи, и имеется между дымоотводящим патрубком
И опять же, крышка, здесь имеется зазор еще по кругу. То есть он предназначен для того, чтобы у вас выходил горячий воздух и обогревал ваше помещение. Ну что ж, друзья, вот такой обзор получился. Напомню, что есть еще две модификации, и каждая из них может стать отличным приобретением для вашей дачи или дома. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете их писать в комментарии под видео. Если вы хотите приобрести эту модификацию или какую-либо другую, вы можете обращаться в наши салоны Минска и Гомеля. Вся информация будет в описании под видео. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!